Если бы в начале апреля возьмем лет 10 назад, мы бы приехали с вами вот так вот на Дерибасовскую, то мы бы с вами увидели сотни людей и действительно настоящий карнавал. Но сегодня на Дерибасовской пусто. Сегодня 1 апреля 2026 года и всем привет из Одессы. Сегодня могла бы традиционно здесь проходить одесская ежегодная юморина. Но, к сожалению, городу и в целом одесситам сейчас совершенно не до смеха. Где не идешь по городу, везде приспущены флаги. Флаги нашей Украины, флаг Одессы. И все они с черными ленточками, потому что сегодня в городе объявлен траур. И еще погода сегодня такая унылая, серая, дождливая, грустная, тоже не добавляет настроения. И сидит на скамейке музыкант и играет такую грустную музыку, что первый раз 1 апреля, наверное, действительно хочется как-то плакать. Что-то совсем. Сегодня грустный день смеха в Одессе. Так, люди немного пришли сфоткаться с детьми. Возможно, это туристы, возможно, гости города. Пришли немного пофоткаться с такими местными достопримечательностями на Дерибасовской. В прошлом году многие наши постоянные зрители помнят, а кто не смотрел, я в конце видео вставлю видео. Здесь проходила, хоть и маленькая, но все равно одесская юморина. Ее организовывали известная не только в Одессе, но и во всем мире комик труппа «Маски». По-моему, у нас замечательный. Поаплодируйте, пожалуйста, те, у кого руки не заняты фотоаппаратами. Ну, втроем. А где мои внуки? А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Мишель! Девочки, нет репертуара. Не, подождите, давайте я укажу. Было весело, было интересно, и мне даже удалось с артистами сфотографироваться. Но, к сожалению, даже у них произошло горе, потому что, возможно, многие зрители уже знают, 29 марта умер Владимир Комаров. Это один из актеров труппы. И сегодня в Пантелеймоновском монастыре проходило прощание с ним. Поэтому даже артистам сегодня не до смеха. Видите, человек посвятил свою жизнь юмору, а похороны 1 апреля. Почему же отменили празднование еще одесской юморины? Потому что, как вы знаете, 28 марта в результате обстрела в Одессе погибли люди. И сегодня день необычный для города. Сегодня объявили день траура. Не могу сказать, что на Дерибасовской совсем пусто, но большинство сегодня здесь приехали просто немножко прогуляться. Вообще у нас сегодня была сложная ночь. Просто снова нереальное количество тревог. Летали дроны, но их было немного. И даже сейчас тоже была недавно тревога, сейчас отбой. Тоже есть угроза для города, потому что в любое время могут дроны свернуть снова на нас. Поэтому, знаете, как-то вот всеобщее настроение. Я бы никогда и не подумала, что сегодня может быть какой-то день смеха. Когда-то юморина в Одессе играла такое важное значение, что даже вот когда я училась и в школе, и в академии, то всегда это был выходной день. Вот день города, юморина, мы точно знали, что мы отдыхаем. А вот несколько фотографий из прошлого. Именно так когда-то выглядела одесская юморина. В Одессе уже открыли летние террасы. Везде вижу пледики есть, потому что без пледиков действительно можно замерзнуть. Ну, потихоньку все приближается
к лету. Как бы не было трудно, вы знаете, что всегда нужно все равно стараться сохранять такой боевой дух и хороший настрой. И сегодня есть и хорошая новость. К берегам Одессы утром приплыли дельфины. Это большая радость для города, потому что из-за войны, к сожалению, они все реже и реже появляются в нашем море. Вообще, они массово гибнуть начали из-за войны, но не буду сейчас об этом. Они приплыли, и некоторым жителям города даже удалось их заснять. А дельфины – это счастье для Одессы. Счастье всегда увидеть дельфинов. Это один из символов Одессы, и вообще это невероятные существа. И сегодня они решили приплыть к берегам Одессы, чтобы хоть немного поднять нам всем настроение и сказать о том, что несмотря ни на что, жизнь и на суше, и на море продолжается. Портится погода, моросит дождик, поэтому спрячемся с вами в нашей жемчужинке на Дерибасовской пассаже. Кстати, здесь было замечательное заведение Квиткова. И прочитала в каком-то из пабликов, что оно закрывается. Сейчас пойдем посмотрим. Везде пусто, практически нету людей, потому что холодно и дождливо. Погода, я же говорю, сегодня не порадовала. Одессита, боже, когда заходишь в Одесский пассаж, действительно, как будто приехал в какой-то Милан. А вот это заведение Квиткова, я прочла, что, к сожалению, закрывается. Не все выдерживают современные реалии. Тяжело вести бизнес во время войны, поэтому многие закрываются. Очень жаль, я только буквально в вчерашнем видео вставляла отсюда вырезку. Но будем надеяться, что откроют что-то новое. Подошла ближе к оперному театру. Здесь вот как-то у меня спрашивали, что это за деревья. Это японские сафоры, их здесь подрезают так. И вот именно в этот период времени, ранней весной, когда еще они не покрываются листьями, вот они как-то по-сказочному выглядят. Немножко даже вечером как-то зловеще, но на самом деле это прекрасные растения. Им уже много и много лет. Они высажены здесь в районе оперного театра. Вот отель «Моцарт», известный в нашем городе, но и оперный театр. Этот кусочек Одессы – место для фотосессий, особенно у туристов. Уже с моря дует просто ледяной ветер. Возле оперного сегодня тоже пусто. Вообще в городе сегодня как-то на улицах мало людей. Сейчас только идет подготовка к включению фонтанов. Еще фонтаны нигде не подключили. Но вроде бы как 17 уже будут запускать. В одном таком перекрестке в Одессе произошла авария, и здесь все чинят. Надеюсь, быстро неполадки. Надеюсь, быстро здесь аварийная служба справится, потому что вижу, что автомобилям немножко тяжеловато ездить. Курс валют сегодня: доллар 43,65, 44, евро 50, 60, 51, 15. Вот такой курс сегодня примерно в Одессе, потому что в разных обменниках он разный. Начинается дождик, поэтому я буду заканчивать это видео, дабы не намокнуть. Когда-то один из создателей юморинка сказал, что Одесса – это не просто город, это улыбка Бога. И вы знаете, так оно и есть. И мне хочется здесь, на Дерибасовской, снова загадать, чтобы в следующем году, 1 апреля 2027 года, мы с вами сюда приехали, и в нашем городе, в нашей Украине был мир. И снова в Одессе проходила масштабно одесская юморина. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.